Сегодня я вам поведаю о 40 играх, которые я прошел, и о самых интересных достижениях, которые мне запомнились. И первое у нас на очереди Свинка Пеппа. Самое трудное достижение это было попасть на картофельный остров, потому что он открывается после конца игры. А так игра проходит минуты за 2, но, к сожалению, в ней нельзя скипать диалоги, так что я ее прошел за 2 часа 40 минут. В игре «Скуф на рыбалке» самое сложное достижение было для меня это намыть нормально посуду, потому что она очень легко разбивается. Ну, конечно, сейчас она не разобьется никогда. То вот я его так ставил, умывал. И она разбивалась. Вот так вот. Самая же сложная ачивка в Бихолтере это в режиме элиты госаппарата получить достижение самое главное. Это засейвить всю семью. В Beholder Кондуктор же самое трудное достижение, как по мне, это пройти без рапорта и шантажа. Потому что на легкой уровне сложности это выполнить хоть как-то допустимо, но на сложной это почти невозможно. А в Escape from Tarkov, как по мне, самое трудное достижение было это пройти ее на все концовки, потому что она насчитывает 4 штуки, и все они открываются по-разному. Также невозможно забыть про редиску. В первой части нужно убить секретного босса, а во второй собрать все шапочки. В Castle Crashers же самое трудное достижение это Вардовар, выйди вон. Вы, наверное, спросите, почему? А вот я сейчас вам покажу. Тут можно настроить как ходьбу просто на стандартную ВШД, так и на стрелочки. В этом режиме нужно продержаться 2 минуты 30 секунд, чтобы тебя вот этот варвар не съел. Лучше просто зажимать сразу 4 клавиши и все. Вероятность очень мала, что он тогда попадет. Но их становится больше с каждой 10 секундой. И они становятся гораздо быстрее. И это очень печально. Как видите, у меня еще неплохо получается. Несмотря на то, что я в нее очень давно не заходил. Уже минуту продержался. Неплохо. Главное в тупик себя не загонять. Вот такой, например. Беги, 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 беги. Главное сохранять холоднокровие. Все, зажали. Печально. Ну так тоже можно. Ну вот. Мой рекорд был 2:30. Самое трудное достижение в Gravel Cap это уничтожитель, потому что если вы его пропустите, а оно примерно появляется под конец игры, то вам придется начинать все сначала. К нему невозможно вернуться, и для него нужно очистить мир от засад. В Рейнротах же онлайн самое трудное достижение было набить 1000 киллов, а также Six Seven. Самые трудные достижения в Hotline Miami это получение 50 тысяч киллов, а также закрытие всех уровней на А с плюсом. Одно из самых трудных достижений в Minecraft Dungeons это спина к спине. Для него нужно пройти 2 ежедневных испытания и 2 древние охоты. Вместе с сокомандником. Это можно сделать как на джойстиках, так и подключиться вместе с ним в сетевой игре. Самое же трудное достижение в Party Hat это зайти в игру 100 раз, а также умереть 100 раз. Потому что на самом деле это очень трудно. Clone the Robots много сложных ачивок. Большинство из них связано с прохождением кампаний на уровне безумия. 1, 2, 3, 4 и 5 главы. А также в победе в местной королевской битве.
И в песочнице нужно дойти до уровня безумия, тоже до одной ачивки. А также очень сложная ачивка — это пройти 3 миссии без ноги. А также из-за синхронизации Стима мне не зарегало последние 6 достижений, которые выполняются в онлайне. Их не так давно завезли. Но и это были одни и тоже из самых трудных достижений, потому что нужно найти толковый VPN, чтобы сервера нормально на нем работали и не вылетало через каждую катку. Но в основном так и получается из-за онлайн-режима. Вот мы и добрались до моей гордости. Это яйцо. Чтобы получить самое трудное достижение в ней и единственное, нужно накликать миллион, не выходя из игры, потому что прогресс сбрасывается каждый раз, когда ты закрываешь окно. А также тут есть магазин с прикольными масочками. Ну и в принципе тут много доната, несмотря на то, что тут делать ничего. А также легенда всех легенд, ну и моего детства, это Pixel Gun 3D. Самое трудное достижение здесь было это достичь 65 уровня, а также из-за проблем всяких у нас теперь недоступен онлайн-режим. Ну, оно и к счастью, потому что если закрывать ее на 100%, то тут вообще нет никакого баланса, и каждая вышедшая пушка лучше предыдущей. А также самая балдежная в мире игра про уточку, которая вечно не сидится на одном месте и нужно всех донимать. Здесь самое трудное достижение было, это, наверное, спидраны, потому что они тут могут очень просто багаться. А так это очень расслабляющая игра. А также Террария с недавним запуском новых ачивок. Это стала одна из самых сложных игр моих, потому что тут нужно собрать всю Википедию, а также всех питомцев, ну и половину всех предметов перекрафтить в себя. Ну и Форейджер со всеми 100 заводами, а также маяками, которые помогли мне дофармить 1 миллиард валюты для еще одного довольно-таки трудного достижения. Ну и также банки. Первый Slime Rancher. В нем самое трудное достижение было с получением 75 слайм-баксов в режиме, который открывается после завершения всей первой трилогии. Ну и под самый конец хочу показать вам доказательство, то, что я прошел все 40 игр на 100% достижений, а также рассказать про розыгрыш, который будет проводиться в ТГ-канале моих друзей. Ссылочка будет в описании, а розыгрыш будет активирован только после того, как на этом ролике наберется 100 просмотров. Ну и хотя бы 5 лайков, если повезет. Также в ТГ-канале помимо моего розыгрыша постоянно есть и другие, а также прикольные активности в виде кто больше платин заберет за месяц и либо за неделю. Также там есть отдельные комьюнити, которые помогают другим с трудными достижениями, либо с достижениями в онлайне. А если какие-то вопросы возникают, то они быстро решаются модерами. Также там очень хорошие люди сидят, и не было еще такого, чтобы там кого-то оскорбили за какую-либо фигню, либо выкинули. Также, если у вас есть какие-то вопросы по играм, или вы просто хотите поднять активность моего маленького канала, то можете смело писать все в комментариях, либо в стиме. Я на все отвечу. Если нужно будет, то засниму отдельный ролик по какой-либо игре. Ну и если кто-то досмотрел до этого момента, то я хочу, чтобы ты поставил лайк и подписался на канал, если есть на то желание. Но я, конечно же, очень хочу и очень настаиваю на это, чтобы нас, овчевхантеров, стало гораздо больше на этом маленьком свете.